Друзья, всем привет! С вами Айман Яскараева, юрист в Дубае. В данном видео я расскажу вам о том, как покупать квартиру, на что обращать внимание при покупке на вторичном рынке. Подписывайтесь на меня в инстаграм-канале, друзья, я более активно отвечаю на ваши вопросы, веду прямые эфиры периодически, там вы можете узнавать полезную информацию, если вас интересует законодательство Объединенных Арабских Эмиратов. Также у меня есть телеграм-канал, где я выкладываю на периодической основе все изменения в законодательстве, которые происходят на английском, на русском языке. Итак, друзья, если вы покупаете квартиру на вторичном рынке в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности, я говорю про Эмират Дубай, потому что я специализируюсь на законодательстве данного Эмирата. Если вы покупаете квартиру, вам необходимо будет знать этапы, вам необходимо будет понимать процедуры, и в этом видео я поделюсь с вами общей информацией. Итак, вы выбрали квартиру, друзья, вы договорились, у вас есть уже понимание, что вы хотели бы именно на этом варианте остановиться, тогда какие шаги вас ждут? Первое, вам необходимо будет, конечно, зарезервировать эту квартиру. Как правило, в наших странах это подписывается договор, оплачивается задаток. Примерно то же самое есть и в данной юрисдикции, когда вы оставляете определенную сумму, да, изначально первоначальную сумму. Здесь уже как договоритесь, бывает 10%, это как обычно на слуху такая вот цифра, когда 10% от суммы квартиры вы оплачиваете и вам оформляет это риэлтор. Риэлтор на рынке Эмиратов очень распространенное явление, сама профессия очень популярная, потому что люди, в принципе, всегда покупают через риэлторов. Вы оплачиваете риэлтору, и ваш продавец, и ваш покупатель, то есть вы как покупатель, вы оплачиваете риэлтору определенный процент, комиссию с этой сделки. К этому надо быть готовыми, это само собой то, что риэлтор вам проведет эту сделку. Если, конечно, удалось вам найти непосредственно, допустим, покупаете там, я не знаю, у своих знакомых, близких и так далее, то есть без риэлтора, такой тоже вариант возможен, но это очень, скорее, редкость и исключение. Риэлторы вам помогают оформить этот договор, который должен быть зарегистрирован в системе земельного департамента предварительной. Также вы заключаете договор непосредственно с Real Estate компанией, которая ведет вашу сделку. И здесь на данном этапе, опять же, вам помогают риэлторы, и договоры являются типовыми. Сами договоры являются типовыми, но там есть нюансы, на которые вам необходимо обратить внимание и которые как раз-таки могут и вызвать проблемы в будущем. Это не вдаваясь в подробности, друзья, вы должны сами вникать в условия, смотреть по рассрочке, по оплате, допустим, договориться очень важные моменты, когда вам освободят квартиру, какие-то, либо если дополнительно у вас были договоренности устные, друзья, вам нужно это прописывать обязательно в контракте. То, что вы прописали устно, там договорились, может быть, он даже по WhatsApp вам подтвердил, вы не сможете это использовать в суде города Дубай, если вдруг у вас пойдет, до этого дела дойдет. Поэтому очень важно на данном этапе быть предельно в сделке, очень грамотно подходить к своим правам и обязанностям. То есть установили обязанности освободить на определенную дату, обязательно выселить квартирантов. Возможно, есть квартиранты, очень часто бывает, что арендаторы есть, которых надо выселить, и вы здесь также должны отправить уведомление, убедиться, что ваш продавец отправил уведомление о том, что через год пусть съезжает, да, квартирант. То есть это тоже делается по законам Эмирата Дубай непосредственно, должно быть обязательно через нотариальную службу отправлено соответствующее уведомление. То есть это не просто там по e-mail или там по WhatsApp, пожалуйста, освободи, я продал квартиру. Здесь нужно понимать особенности, тонкости законодательства, потому что в последующем, друзья, очень трудно выселить квартирантов, если вы на этот момент не обратили внимания. И у меня даже есть такие примеры, кейсы, когда потом люди сталкиваются с тем, что просто не обратили внимания на этот факт. Можно говорить огромное множество различных, скажем, сценариев предусматривать, друзья, по покупке недвижимости, но самые очевидные это вот такие вещи, которые вы должны будете понимать и на которые вы должны будете обратить внимание. Итак, после того, как вы подписали договор, сделали задаток, у вас есть время на то, чтобы оформить сделку. Назначается дата сделки. Если вы покупаете квартиру через ипотеку,
кстати, это тоже очень хороший вариант. У вас должно быть, конечно, вы там работаете уже непосредственно с банком, и эти процедурные моменты, если вам интересно, вы можете отдельно мне задать, я отвечу, либо отдельное видео сниму, если интересно, пишите в комментариях по покупке через ипотеку, более процедурно я вам расскажу. Еще одним важным моментом, друзья, является, что в отличие, например, от нашего законодательства, да, когда я говорю наше, это постсоветское пространство, с которым я сталкивалась и работаю, это законодательство наших стран, например, не предусмотрено такое понятие, как NOC. Да? NOC это Non-Objection Certificate, это не возражение застройщика на продажу объекта. Как правило, это стоит денег, и, как правило, его должны оплатить со своего счета ваш продавец. Но бывает, что он на вас навесил этот, скажем, расход. Здесь тоже вот такие тонкие моменты, друзья, когда вы осведомлены, вы вооружены, вы, по крайней мере, можете использовать как предмет торга. Когда вы не знаете и вступаете в отношения, конечно, всегда есть риск того, хотя бы, что вы переплатили где-то больше, потому что вы не знали особенности законодательства, и вам навязывают, вы верите. То есть в этом плане, конечно, всегда важно и хотелось бы, чтобы у вас был очень надежный либо риэлтор, либо, конечно, юрист, это уже другой как бы уровень вашего взаимодействия с продавцом. Итак, друзья, здесь важный момент. Ваш продавец должен получить NOC от застройщика. Для чего получается этот сертификат? Это как бы письмо одобрения о том, что он согласен на определенную сделку, чтобы переход права собственности от одной недвижимости перешел к вам. Вы даете свои документы для этого. Это стоит денег, это стоит времени затратно. Это нужно для того, чтобы у вашего продавца не остались какие-либо незакрытые обязательства перед застройщиком. И в этом плане здесь очень такой момент важный, что ваш продавец, он оплачивает все свои сервис-чардж, будь то какие-то дополнительные сборы, платежи, которые он когда-то задолжал застройщику, он оплачивает до того, как вам передал квартиру. Еще одним важным моментом, друзья, является, что в таких сделках обязательно нужно обращать внимание, кто является продавцом. Если это юридическое лицо, то это очень сложная уже процедурная сделка. Друзья, вы обязательно берите себе юриста на сделку, потому что там есть тонкости, которые надо обязательно проверять, кто имеет право подписи, начиная от того, чтобы была сделка легитимной. Также бывают такие сделки, когда у вас собственником является, например, несовершеннолетнее лицо, друзья, или у вас оно наследовалось по закону, или у вас несколько скажем, сособственников, и каким образом эта сделка будет оформлена. Очень тревожный, как бы такой нежелательный момент, когда сделка оформляется по доверенности. Опять же, если у вас хоть какие-либо отклонения от стандартной нормы, обязательно берите себе юридическую консультацию, обязательно советуйтесь, потому что этот вопрос на стадии, который вы думаете, что вы упустили, не придали этому значения, в последующем выльется в очень серьезные правовые для вас риски, с которыми, к сожалению, мне вот приходится сейчас иметь дело, когда люди не обратили внимания на какие-то такие факторы, да, когда заключали сделку. Итак, вы получили NOC, вы в курсе того, как пройдет ваша сделка, вы отметили дату какую-то определенную, подобрали, у вас есть надежный риэлтор, с которым вы взаимодействуете, понимаете процессы, как идут. Вот после этого на эту сделку, на назначенную сделку, вы приходите с пакетом документов. Как правило, у покупателя только одна забота, как перечислить деньги. У продавца, как правило, забота, как получить вовремя NOC, как все это погасить и каким образом не потерять возможность, да, то есть получить деньги. Опять же, у него тоже головная боль, потому что, как правило, здесь надо понимать, что не все любят получать и вообще хотят получать деньги наличными. Если приходит наш гражданин нашей страны, хочет оплатить наличными, это тоже может вызвать проблему. Как правило, здесь на рынке распространено, оплачивают менеджер чеком. И что такое менеджер чек, друзья? Это отличие от обычного чека, который вы выписываете, о том, что просто эти деньги уже заморожены. Просто говоря таким простым языком, эти деньги заблокированы, и они уже предназначены определенному лицу. Менеджер чек вы делаете в банке, если у вас есть собственный счет, вы депонируете свои деньги, кладете туда эту сумму, делаете менеджер чек, он немножко отличается, его делают, в принципе, серьезные банки делают его быстро, это стоит недорого, вы можете его даже отменить, если у вас сделка, допустим, не прошла.
менеджер чек, он выдается вам лично, и в момент предъявления вот вашему именной, это вообще именной документ, который на предъявителя, он может забрать свои деньги в банке, в который вы выписали этот чек. Есть очень много вопросов, друзья, когда говорят, а как оплатить переводами. Это действительно проблемно, потому что когда вы платите безналичными, оплата, то ли дело вы платите застройщику, да, это понятно, что это огромная корпорация, это застройщик, и понятно, что вы платите на его юридический счет, банковские реквизиты, тогда как если вы платите физическому лицу, вы покупаете у него недвижимость, то здесь есть огромные риски того, что момент передачи денег, он же не моментальный, соответственно, вы можете рискнуть на этом этапе, когда вы отдали деньги, а квартира на вас не переписана. Поэтому я крайне не рекомендую идти оплаты безналичным путем вашему продавцу и все-таки предусмотреть возможность оплаты через менеджер чеки. Если у вас возникли вопросы на данной стадии, друзья, можете обратиться, конечно, отдельно в частном порядке, проконсультироваться. Хотелось бы, чтобы ваши сделки были без рисков, но они будут содержать в себе риски, если у вас какие-то нестандартные пути взаимодействия и совершения сделки. Итак, друзья, в день сделки вы приходите в трасти департамент, это определенный трасти департамент, это может вас риэлтор приведет, либо это банк вас ориентирует, если вы берете через ипотеку, либо это в принципе по желанию будут либо ваши, либо продавца вашего. Вы приходите в определенный трасти департамент, это специализированные организации, которые имеют право регистрации, у них есть доступ в систему земельного департамента, это лицензируемые организации, которые, как правило, содержат, локалы, да, местные граждане имеют и лицензию на такой вид деятельности, которая аналог нашей нотариальной конторы, то есть она более расширена, именно имеет дело с земельными отношениями, именно регистрация, и в системе это появляется моментально. Вы приходите на сделку, берут ваши документы, все у вас уже должно быть готово, как правило, и вы там оплачиваете определенные взносы. Если так в цифрах говорить, 4200 они берут, 1000 дирхам, но эта сумма может меняться, друзья, на момент, когда вы будете смотреть видео, поэтому всегда я по суммам считаю, что вы должны уточниться отдельно на момент регистрации ваших отношений. Также вы будете платить 4% от суммы сделки, если вы будете регистрировать, конечно, в земельном департаменте у вас будет. Если у вас договор дарения, это другая категория договора регистрации, там сумма меньше 0,125%. 4% это при покупке недвижимости, это при регистрации сделки. Поэтому, друзья, если у вас все нормально, все документы в порядке, вы можете получить Title Deed в течение часа, да, максимум вам проведут. Придет сообщение на ваш телефон, придет ваш Title Deed, это правоустанавливающий документ, который подтвердил, что перешло право собственности. То есть теперь вы владелец квартиры. В момент, когда вы отдали менеджер чеки, когда ваш продавец доволен, таким образом сделка завершается в один день. Друзья, это была основная информация по совершению сделки. Надеюсь, вам она была полезной. Ставьте лайк этому видео. Буду рада сопроводить по другим вопросам. Конечно, вы теперь счастливый обладатель квартиры, у вас впереди будут регистрационные вопросы, возможно, вы хотите сдать квартиру в аренду. Все эти нюансы вы должны, прежде чем идти на такие взаимоотношения, которые могут повлечь ваше возникновение прав и обязанностей, друзья, консультируйтесь с юристами, либо просто, в принципе, будьте в курсе, ознакомливайтесь с законодательством. И, конечно, будьте информированы. Спасибо вам большое за внимание. С вами была Иман Ескараева.